Все дороги вели в Азию и привели на Тайвань. Ну, понятное дело, после Японии мы бесповоротно влюбились в Азию и выбирали между Кореей, Вьетнамом и Тайванем. В итоге остановились на Тайване. И вот почему. Ну, во-первых, февраль и март здесь золотое время. Уже не холодно, как в Корее, но еще не жарко, как в Юго-Восточной Азии. И идеально подходит для долгих прогулок. Во-вторых, транспортная инфраструктура здесь настолько крутая и понятная, что очень напоминает японскую. И перемещаться по острову было одно удовольствие. Также насчет уровня жизни Тайвань приятно удивил. Этот уровень здесь намного выше, понятное дело, чем во Вьетнаме или Таиланде, и, как выяснилось, даже в чем-то превосходит корейский. Все очень современно, чисто и безопасно. И вообще, многие путешественники пишут, что Тайвань одна из самых недооцененных стран мира. Туристов здесь намного меньше, чем у соседей, а смотреть есть на что. В этом ролике я постараюсь выяснить, правы они или нет. Ну а начнем, пожалуй, не с городов, где мы провели большую часть времени, а с глубинки, которую частично исследовали, арендовав на неделю автомобиль. Ну что, поехали! Дороги здесь хорошие, асфальтированные. Единственное, надо смотреть в оба, потому что много мопедов. Первое место, куда мы направляемся, это так называемая культурная деревня 10 барабанов. Место, где индустриальный хаос Тайваня превратили в чистую энергию. Еще 100 лет назад здесь все гудело и пахло сжженным сахаром и патокой. Это был огромный сахарный завод Шэньдэ, построенный еще в эпоху японского правления. Десятилетиями здесь перерабатывали тонны тростника, а потом завод затих. Казалось, эти огромные железные цеха просто сгниют. Но в 2005 году сюда пришла барабанная группа энтузиастов, барабанщиков, которые решили превратить это место в некое такое арт-пространство, свою творческую площадку, и приглашать сюда людей, любоваться и наслаждаться музыкой. Вот удивительный климат Тайваня, очень влажный, жаркий, дает преимущество буйной растительности, которая здесь просто пышет и пахнет. Вот судя по тому, как корни деревьев здесь ветвятся и облепливают стены зданий, это просто поражает. Вау, мы как будто внутри дерева. По территории фабрики проходит такая железная дорога. И сюда, наверное, заходил состав, который грузил сахар или привозил сюда продукты производства. Но если посмотреть на все это, то, конечно, ничего не изменилось. Место единственное, что облагородили. А все так же осталось по-прежнему. Никто здесь не пытался сделать евроремонт. Те же ржавые трубы, огромные шестеренки, бетонные балки, все на местах. Но между ними проложили красивые тропы, а старые цистерны для патоки превратили, например, в кофейни или в залы для медитаций. И все это выглядит как декорации к какому-то фильму. Очень красиво. А еще здесь есть, например, книжный зал с высокими стеллажами, летающими книгами под потолком. Кажется, как будто ты попал в какую-то книгу про Гарри Поттера. Ну а главная магия этого места — это, конечно, магия барабанов. И попав на шоу этих барабанщиков, мы поняли почему. Это не просто стук такой по коже, это целая театральная постановка. И когда они начали бить в свои огромные барабаны, казалось, что само здание завода начинает дышать в такт. Этот звук пробирает до костей, честное слово.
машину мы взяли Toyota Vios. Это довольно вместительная машина, двигатель 1.5. Причем стоит она где-то 200 шекелей за сутки. Это примерно $65, включая все страховки, включая отмену за собственное участие. И это считается бюджетный вариант. Причем компания, которую я нашел, она имеет много точек, но они без офисов. То есть ты приезжаешь на точку, машина тебя уже ждет, причем она не заперта, ключи внутри. Ты просто ее фотографируешь, отсылаешь им на WhatsApp фотографию, что ты машину получил в таком виде, и едешь. Потом оставляешь в этом же месте открытую с ключами внутри. Ну а вся переписка с этими служащими идет по WhatsApp. То есть все вопросы можно задать, в любой момент им написать, они тут же отвечают моментально. Очень удобно и бюджетно. В минутах 20 от деревни 10 барабанщиков находится еще одна художественная деревня, называется Лаотанху. Ее создал местный художник, абстракционист Куан Циньфу. Он более 30 лет собирал старинные строительные материалы, построил здесь несколько домиков кирпичных и воссоздал такую атмосферу прошлого, где сочетаются элементы тайваньской деревенской жизни, монгольских степей. И действительно здесь можно почувствовать, что ты попадаешь в прошлое. Просто такой небольшой арт-парк с уникальной ностальгической атмосферой, чтобы пофотаться или просто прогуляться. Вот на Владимира Владимировича похож. Это тоже кого-то напоминает. Ельцина, может. Такой мостик ведет на остров. На озере, оказывается, есть остров. Так раньше, видишь, тянули веревку, чтобы лодка плыла на тот берег. Вот нетрудно догадаться, куда мы попали. Это не Тайвань. Точнее, Тайвань. А вот еще подсказка. Вот еще подсказка. Тюльпан, коровы. Это голландская деревня. Здесь кто? Гуси? О, курочки. Заехали мы еще на одну локацию с громким китайским названием «Голландская деревня Деюнпи». Ну, на деревню, конечно, мало похоже. Так некоторые голландские атрибуты на фоне природы. Короче, взяли мы такую машинку электрическую и поехали кататься по деревне. Самолеты летают, истребители тайваньские, готовятся к войне с Китаем. Что ты несешь ерунду? Зачем ты? Вот такая вот уникальная тайванско-голландская или голландско-тайваньская деревня. Кто бы мог подумать, что в сердце Тайваня есть вот такие места. Замечательно.
Вот начались уже такие живописные сопочки на фоне неба. Наша деревня находится, наверное, где-то там на сопочках. Посмотрим. Чего он остановился? Зеленый горит, давай. Давай, дружище. Езжай-ка. Осталось 1,5 километра. Вот на одну ночь мы заселились в гостиницу на горячих источниках. Название гостиницы очень длинное, но в конце есть Hot Spring Hotel, то есть на горячих источниках. Номер выглядит вот так вот. При входе большая такая жилая комната с большой кроватью, высоким потолком. Здесь у нас окно, которое закрывается. Телевизор есть большой. Ну а самая главная достопримечательность этого отеля — это его горячий источник. Вот есть ванна, куда можно набрать эту воду горячую из источника и сидеть тут наслаждаться. Я вижу, там в углу есть душевая кабинка. А, это туалет. А где душ? А, душ здесь же. Душ здесь. Вот вода такого мутного цвета. Оказалось, что вода с таким серым оттенком из-за того, что горячий источник этого места Гуанзилинь уникален особыми минералами и солями, придающими воде такой цвет. Его еще называют грязевым горячим источником. И таких в мире только 3. Еще один в Японии и один на острове Сицилия в Италии. Вода, между прочим, очень горяча, почти 50 градусов по Цельсию. И поэтому в ванне ее нужно разбавлять холодной водой. Эту целебную воду в натуральном ее источнике, а не в ванне, мы наблюдали, когда пошли прогуляться по этой курортной деревушке. Старая улица деревни. Ну, тут все слилось. И современное, и несовременное. И фонарики, и не фонарики. Ну, в общем-то, очень необычно. Канализация, вот везде, здесь везде решетки, и ты чувствуешь немножко запах этой канализации, и везде журчит. То есть они ее не прячут люками, а именно вот решетками, видимо, во время дождей, чтобы туда уходила вся вода. Это все гостиницы, где туристы могут приехать и насладиться водами этого источника. Вот симпатичный деревенский парк камней располагает к размышлениям, к сатве. Можно слушать шум воды вот этой тихой и любоваться красотами джунглей окружающих. Вот такой мост через речку. Кто это там? Вау, какой здесь спуск. Тут написано, что эти ступеньки были построены во время японской оккупации, чтобы помогать раненым японским солдатам реабилитироваться с помощью упражнений. 243 ступеньки вниз. Ну что, спустимся, как японские солдаты? Вот так вот реабилитировались самураи, тренировались после ранений. Вниз, вверх 10 раз. Вдоволь оздоровившись в водах горячего источника Гуанзилинь, и после хорошего сна мы отправились в город Цзяи неподалеку. С населением более 250 тысяч человек город этот особо не примечателен для туриста.
Однако в этом году он проводил открытие национального фестиваля фонарей, на который к вечеру мы хотели попасть, и предварительно забронировали отель прямо рядом с местом проведения этого фестиваля, о котором мы расскажем позже. А пока у нас целый день, чтобы немного познакомиться с городом, и мы нашли довольно интересные места. Выехали мы из деревни, а тут дождь идет сильнейший. Не знаю, как мы сегодня будем гулять. Кофе. Мы приехали на кофейную фабрику. Здесь делают кофе-продукты. Вот сюда, вот, пожалуйста, проходим. Вот какой чайник. Здесь рассказывается про культуру компании, продукты, которые они производят, и про историю. Кружка перевернутая, а там фильм. Здесь можно прикупить много чего вкусного. То, что пьют с кофе, и само кофе. После долгих выборов Мила наконец нашла кофе по вкусу, и мы отправились дальше. Ну вот еще места японского наследия на Тайване. Здесь находится реликтовый музей какой-то, который расположен в зданиях, построенных еще японцами. В 1915 году использовался как храм. Позже, после Второй мировой войны, госпиталь. В 1985 году преобразовано в музей реликтов исторических. Здесь можно примерить японские наряды, японскую обувь традиционную. Это нитки наплетены вокруг таких гвоздиков таких. Получается вот такое великолепие. Но это надо, наверное, вначале как-то план, какую нитку куда продевать. Здесь мы узнали, что направление в современном изобразительном искусстве, где основным материалом служат нити, как здесь, а также волокна и ткани, называется Fiber Art. Обогатившись этими знаниями, мы продолжаем нашу 15-километровую прогулку по городу. Городской парк города Цай. Для детишек тут есть такие горки всевозможные. Цай. Вот еще один дворик. Кто на что гораст тут. Ну, какой-то бедный дворик совсем. Собирают мусор, сортируют на разные части. Картонки, бумажные стаканы, алюминиум. Главное, что посередине садик есть такой. Вокруг в таких вот развалюшках, видимо, кто-то живет, а может и не живет. Вот это сооружение называется «Песня леса». Внутри мы услышим звуки леса, а сделано оно в виде купола такого с использованием деревянных шпал. Получила вдохновение эта скульптура от лесов национального парка Алишан и от исторической железной дороги Горной. Ну что, ты слышишь песню леса? Главное, какой пень срубили. А вот этот уголок природы называется «Спящий лес».
Кто в лесу живет? Слоник, киса, пингвиненок и Мила живет. Да, достопримечательность, конечно, крутая. Храмовый комплекс с большим Буддой на крыше. Вот это как называется? Хикоку Village. Да, это здание построено еще японцами, их реставрировали и сделали типа арт-объект такой с магазинчиками внутри, там, с кафешками. Так называемая деревня, это Хиноки, что в центре города, это некий такой отреставрированный комплекс из 28 деревянных зданий в японском стиле, построенный еще в начале 20 века. Во время японского правления здесь было Министерство лесного хозяйства и зона жилых помещений для лесников. Но сегодня такое вот спокойное, ностальгическое место, сочетающее историческое наследие и современный туризм. А название Хиноки, кстати, происходит от названия кипариса, по-японски хиноки. И дерево это считается священным и традиционно используется для строительства храмов, святилищ и даже изготовления ванн. И строения в этой деревне, кстати, все тоже из хиноки. Дерево, корень которого здесь установили, оно приносит удачу. Поэтому принято покупать такие деревянные дощечки и писать на них желания, оставлять здесь вблизи от корня от этого, чтобы желание исполнялось. Вот такая тут стена плача. Гостиницу второй ночи Evergreen Palace нужно было бронировать за 2 месяца, ибо единственное в месте проведения фестиваля фонарей она была полностью забита людьми в день открытия фестиваля. Гостиница шикарная, наверное, самая дорогая из всех, где мы останавливались на Тайване. Стоила 500 шекелей за ночь, что-то около $150. Отель очень большой. Здесь 13 этажей. Мы на 10-м. Номер 1011. Номер повышенной комфортности в чем заключается? В том, что есть унитаз японский Тото. Холодильнички. Что тут? Холодильнички есть? Опа. Напитки какие-то есть. Это душевая кабинка. Обычная. Жалко, ванны нет, конечно. Номер по ходу пьесы для 4 человек. Я не знаю, почему он такой большой. И вид из окна на город, точнее на пригороды города Цай. Такой интересный райончик здесь за гостиницей. Все дома одинаковые. Наверное, на 2 семьи или на 3 семьи, непонятно. Огромная площадь отведена под фестиваль. Уже темнеет, пойдем. Пока не стемнело, заснимем прелести местные при свете естественном, но потом как Бог даст. Тут копыта, там ножка от стула. Да, вот человеческая нога, это ноги разных животных. Все это сделано из кастрюль, сделано из там чайники, из алюминиевых, короче, посуды. Алюминиевая посуда. Прекрасная. Проспект, ведущий на всенародный тайваньский фестиваль фонариков. Как я уже говорил, в этом году открытие фестиваля фонарей проходит в Дзяе, прямо недалеко от нашей гостиницы.
Фестиваль этот проходит каждый год, длится 13 дней, и его открытие и главная площадка выбираются каждый раз в новом месте. Но все города Тайваня на это время тоже украшаются разноцветными инсталляциями. А на главную площадку в этом году, в город Цзяе, обязательно приедет в целом около 10 миллионов посетителей за 2 недели. Ну то есть полстраны. Вообще традиция этого фестиваля зародилась более 2000 лет назад. Тогда фонари зажигали, чтобы увидеть богов в небе и попросить чего-нибудь у них. Сегодня это фестиваль и символ надежды. В старину запускали фонари в небо с помощью свечей внутри. В некоторых деревнях Тайваня до сих пор так и делают, но это ограничивается, ибо не экологично. Поэтому Тайвань превратил эту старую традицию в киберпанк. Вместо свечей теперь используют дроны, лазеры, экоматериалы, например, солнечные батареи. Количество этих инсталляций потрясает воображение мое. Заморочились люди, делали. И просто их сотни, я думаю, может даже тысячи этих инсталляций различного вида. Ну, естественно, для тысяч людей привезли здесь сотни туалетов, кабинок. Причем кабинки такие все с унитазами, естественно, в полу. Но в каждом таком туалете есть умывальник, куча туалетной бумаги и смыв есть. Вот тут даже есть медицинский центр. И у Милы там где-то натерл палец, мозоль. Вот она подошла, ей сейчас наложат пластырь, дезинфицируют, все как положено. Медслужба работает безотказно. Но здесь не только инсталляции, здесь полно еды еще, к тому же. Палаток с едой больше, чем инсталляций световых. Тут можно обожраться просто. Даже на рынке ночном столько нету еды, да? Сколько здесь, кошмар. Мила съела шашлычок с сердечками, я небольшой пинсе со свининой, но там мяса было не очень много, поэтому мы не наелись оба. Будем искать, чтобы еще покушать. Какие-то
Не понимаю, капустой. Это все так воняет ужасно. Запах стоит просто пипец. Но вот это специфический запах, который они любят. Этот запах им заходит очень хорошо. Вот везде, на каждом углу вот этот запах. Я не могу его передать, но нравится всем. Не знаем что, но очередь была длинная. Все берут, и мы тоже. Вкусно. Из рисового теста, да, какого-то. Короче, тут вообще ходить не переходить. Это вот оливки громадные. Таких оливок еще не видел. Размером такой с хорошую клубнику. Интересное блюдо, называется тайваньские мясные шарики. Вот оно типа нашего холодца, только горячее. Блюд здесь, конечно, очень большое разнообразие. Супы, всякие яичницы двух видов. Криспи, мясо такое всякое. Так, мы покидаем Чай, где проходило открытие фестиваля, и направляемся в горы. Алишань, куда мы отправились на целый день и ночь, это, наверное, самое атмосферное и открыточное место на Тайване. Если вкратце, это огромный заповедник, куда мы поехали не за экстримом, а погулять среди гигантских кипарисов, посмотреть белые пушистые облака, которые ложатся в низине гор, и понаблюдать, как выращивают высокогорный алишанский чай, один из лучших улонов в мире. Ну вот мы поднялись на высоту примерно километр. Здесь с обзорной площадки открывается вид на так называемую Слоновую гору. Здесь очень много смотровых площадок. Буквально через каждые там несколько километров. Для нас это вообще первый опыт. И в жизни я не видела, как растет чайный куст. Да, поражает воображение, поскольку это действительно, ну, вот прям такими ровненькими, выровненными, как под линеечку, обрезанными. Я представляю, сколько здесь труда человеческого и старания. Погулять по живописным плантациям высокогорного чая Улун мы смогли в культурном парке Юю-Пас, посвященном культуре коренного народа Цой. Название Юю-Пас на языке Цой означает пожелание богатства и крепкого здоровья. Это не просто музей под открытым небом, а такое живое пространство, где мы познакомились, как сочетаются традиции предков с современным сельским хозяйством. Вот мы первый раз увидели, как растет чай. Такие жесткие зелененькие листики. На вкус такие слегка терпкие. Очень симпатичное место, и как будто ты попал в какую-то райскую деревню. Все буйствует, зелень.
Очень красивые цветочки, необычные. Вот так цветет сакура. Здесь в горах она еще не отцвела, а на равнинах уже все. На юге страны уже закончился сезон цветения. Вот собачка сторожит нашу машину, чтобы никто не угнал в туман. Magic Mist Road. Волшебная дорога в тумане. Вот центральная деревня этого парка национального. Называется Алишан. Здесь находится пару гостиниц. И здесь, в принципе, все съезжаются туристы. Отсюда начинаются разные маршруты по лесам. Сейчас мы попробуем на них выйти. А здесь мостик выложен прямо над лесом. Как будто второй этаж. Мы сейчас на высоте где-то примерно 1,5 километра. Все эти горы покрыты соснами и еще множеством деревьев различных. Бамбук мы видели, папоротники какие-то. В общем, здесь десятки различных троп, различной длины. Очень красиво. Мы, конечно, не успеем все тропы обойти, но хотя бы парочку. Очень много туристов сюда приезжают на автобусах. И попадаются даже белые люди. Что неудивительно, потому что место знаменитое. Она в топ-10. Вот это созвездие деревьев называется «Три поколения кипарисов». Первое поколение — обвалившийся ствол, второе поколение, и третье вот растет. Вот этому кипарису уже более 1000 лет. Его заметили еще во время японской оккупации, что оно выглядит как две руки, растущие вместе вверх, как будто желая императору долгой жизни. И назвали это дерево бонсай. Мы продолжаем нашу прогулку по парку. Пошел дождь, поэтому пришлось открыть зонты. И мы направляемся к месту, которое называется Братья Руды. Опять же, тропа очень живописная. Ну, по пути попадаются такие большие стволы уже многовековых деревьев. Просто произведение искусства. Гуляя по лесу, мы почувствовали, что погрузились в мир, где время словно замедлило свой бег и уступило место вечности. Эти тропы, как декорации к волшебной сказке. Эти кипарисы, чей возраст исчисляется веками, вселяли невероятное чувство трепета и глубокое уважение к жизненной силе природы. Здесь мы забыли о шуме цивилизации. Разговоры немногочисленных людей, шелест листвы, далекий крик птицы или мерный стук колес старинного лесного поезда лишь подчеркивали глубокую тишину этих мест. И нам совсем не хотелось покидать Алишан.
На ночевку мы остановились в месте, которое все сделано из хиноки, то есть из кипарисов. Каждый из 6 номеров этого гостевого дома как произведение искусства, где посетителю предлагают продолжить находиться в среде деревьев. Вот в буквальном смысле. Это семейный отель. Очень красивое общее пространство здесь. Все сделано из дерева. Здесь можно приготовить кофе, чай. Очень высокий потолок. У нас большой номер относительно, потому что есть номера поменьше. Заходим в номер, все, электронная дверь. И вот такое огромное пространство. Здесь шкаф, потолок метра по 4, наверное. Вентилятор такой в виде цветка. Здесь уголок с чаем, телевизор большой. Кровать в виде такого татами типа, но не татами. Цена этого номера 300 шекелей. И есть туалет, естественно. Естественно, какой-то навороченный японский. И такая ванна в виде цветочка тоже. Вот так здесь подают завтрак. Вместо стульев пеньки такие. И вот такой вот завтрак. С местным чаем кулун. На Тайване действует сеть платных дорог, их много, и вот так выглядит состояние их, как сейчас. То есть никаких пробок, движение довольно быстрое, максимальная скорость 110, но все едут 120, даже некоторые больше едут. Очень удобно, в принципе, добраться даже с севера на юг, можно добраться за 3 с чем-то часов, нет проблем. Хорошие очень дороги, на удивление. Даже не главные дороги, даже бесплатные дороги в отличном состоянии. И в горах, например, там, где одна машина в час проезжает, тем не менее дороги очень хорошие. И даже 2 полосы. То есть полоса в каждом направлении. Что даже в Европе не так часто встречается на таких второстепенных дорогах. А здесь... На удивление, в принципе, чему удивляться? Молодцы тайваньцы. Мы приехали на территорию огромного храмового комплекса, который занимает, ну, наверное, я не знаю, несколько квадратных километров. У них здесь и музей, и университет, и жилые помещения, и храмы, и даже статуя огромного Будды, и сотни статуй маленького Будды. Очень живописное место, в десятке топовых. Нас встречает вот такая монашка. Она говорит: посмотрите, почитайте. Ну, интересная Now информация. here, 4. We here. Ага. 2 up, Ага. 1 here. Ага. Phổ Quang Sanh, leg 6. Ага. Ага. Phổ Quang Sanh. Окей. Here. Okay. All All around. Okay, thank you. Yêu Long, chỉ là Long.
Okay, thank you so much. В честь нашего прихода можно загадать желание и стукнуть в этот колокол, чтобы желание сбылось. Ну давай, Вов. Один. Молодец. Все, успех. Кафе. Здесь написано 3 раза. 2 раза. Комплекс занимает более 100 гектаров, так что для перемещения монахов и посетителей между храмами, университетом и музеями часто используются электрокары, а сам монастырь считается крупнейшим на Тайване. Вот это вот здание больницы. То есть у них даже своя тут есть лечебница. Наверное, я думаю, тут проживает не сотни людей, а больше. Шарики, разрисованные монахами. Примечательно, что подавляющее большинство монашествующих в Фогуаньшань – это женщины, что является характерной чертой современного тайваньского буддизма. Поражает, конечно, идеальная чистота вокруг. Ни соринки, ни пылинки. Монахи работают на совесть. Вот тут еще какой-то храм с Буддами. У них даже есть своя галерея искусств. Картины прям очень-очень натуралистически выглядят. Мне очень нравятся такие. Прям как будто вот, во-первых, из жизни взяты какие-то сценки из жизни. Во-вторых, какая-то особая манера такая рисования. Свет так подан прекрасно в картине, что вот именно он как бы озаряет лица этих людей и детей. Причем эти картины, они современных художников, 1990 год, 1984. Ну разве это не прелесть? Мальчик с красным флагом ведет армию к победе. В кармане рогатка. Потрясающе. Эта картина очень интересная, это такая образная. Буддизм объединяет детей со всего мира здесь. Здесь представители детей разных рас, животные. И видно, в поле прыгает кенгуру. Это что, Австралия, наверное. На данном этапе мы покидаем этот южный регион, сдаем здесь машину, садимся на поезде на север, столицу, Тайбэй. Там берем другую машину, чтобы исследовать на ней достопримечательности иной оконечности острова. Вся эта лакировка занимает примерно 4 часа.
Вот мы приехали в славный город Тайпей и решили первую ночь провести в Лав-отеле. Лав-отель — это такое 7-этажное здание, и ты по кругу поднимаешься на стоянку. У каждого номера своя стоянка. Вот я заехал, это типа мой личный гараж на 6-м этаже у нас. И вот мы заходим в номер. Какие-то веточки. Диванчик. Здесь типа разуваешься, располагаешься удобно. И проходим в роскошную спальню. В роскошной спальне у нас среднего размера такой холодильник, не самый большой. Есть зеркала большие, люстры, канделябры. Вот такое вот. Вот такая люстра есть. Помещение огромное, конечно. Метров, наверное, 60. Здесь у нас джакузи с телевизором тоже. Причем все номера, да, в этом отеле, они оформлены по-разному, то есть разный стиль. Мы когда заказывали, я просто заказал комнату большую, но даже большие комнаты есть разного стиля. Я бы сказал, классический стиль. Это номер пуделя. Вот если бы люди разделялись на разные собачьи породы, то это был бы номер пуделей. Вот так вот выглядит номер пуделей. А, вот в телевизоре есть выборка, какие номера здесь есть. Такой вот номер цветочный. Такой номер. Такой номер. Темно-красный. Это типа наш. Вот он, наш номер. Тоже неплохо. Вот там вот какая-то карусель стоит. Черный стиль такой. Ну, это тоже такой относительно маленький. Туалет прям в комнате вот тут. Даже, то есть, непонятно как. Интересно. Мини-фан называется. Ага. Ну, вот такие номера. Каждый в своем стиле. То есть можно приезжать сюда несколько раз, и каждый раз ты будешь как будто... Вот это прикольно, да. Тут типа спишь как будто в джакузи. Black House. Dancing House. Это вообще какой-то хаос. Тоже неплохо. Ух ты, юрта какая-то. Ух ты, я к тебе дох. Вот так вот, все закончилось. Такой комфорт в лифте мы встречаем. Итак, мы сейчас в пригородах Тайпэя. Тайпэй — это огромный конгломерат, здесь проживает более 5 миллионов человек, то есть четверть населения всего Тайваня. Плотность населения достигает 10 тысяч человек на квадратный километр. Но здесь довольно зелено, чисто, аккуратно. Мы сейчас едем исследовать сельскую местность. 2 дня будем в деревнях. Дождь лупашит не по-детски. Вот такие вот прекрасные фигуры установлены возле железнодорожной станции этой деревни.
Столько много рыб здесь плавает, капец. Здесь есть необычное яблоко, называется Wax Apple. А это называется Dragon Fruit. Также здесь есть арбузы, пассифлоры. Мы решили задегустировать драгон фрут. Да, называется плод дракона. Такой красный, яркий красный свет. Как он, сладкий? Нам сказали, что он сладкий. Сладкий, слегка смахивает на свеклу. А да? На свеклу? И внутри зернышки. Ой, сейчас нас пронесет точно. Я думаю, что да. Ждите Только не ответа. хватало еще. Деревня у нас дождит. Мы идем смотреть на водопад. Вот красивая речка здесь. Ну вот сзади меня находится один из красивейших водопадов на реке Келун. Водопад очень впечатляющий, мощный. И река такая тоже довольно бойкая и шумливая. Вот так выглядят джунгли. Огромные листы у кустарников. Высокие бамбуковые деревья. Всевозможная растительность. Пышущая, пышущая. Дождь, конечно, подмочил нам прогулку, но и создал такой спецэффект, сделав природу деревни невероятно кинематографичной. Дождь высвобождает ароматы мокрой коры, и мы чувствуем свежесть озона, который смешивается с запахом влажных камней у реки. А прогулка по подвесным мостам в такую погоду – это отдельное приключение. Мосты слегка покачиваются, а внизу под нами шумит проснувшаяся река, скрытая в густых, промокших насквозь зарослях. Белая, топчется там на месте. Раньше здесь был шахтерский поселок, здесь добывали золото. А сегодня это одна из самых популярных деревень Тайваня. Нам, к сожалению, из-за проливного дождя не удалось увидеть почти ничего. Только выйдя из машины, мы промокли насквозь. Поэтому для начала завернули в музей золотодобычи. Там хоть крыши есть. Тут несколько таких павильонов, и один из павильонов посвящен японцам, их стилю жизни. И вот мы зашли в их дом японский, типичный дом такой. Вот так японцы принимали пищу за таким низким столиком, садясь на подушечки, заваривая чай. Ух ты, какой дом тут. Тут даже есть какие-то ликеры и виски с добавлением золотых частиц. То есть ты выпиваешь, потом золото заходит в тебя, и ты становишься золотым человеком. Вот сколько золота тут. Цена такой бутылочки 240 шекелей.
Вот здесь демонстрируется кусок настоящего золота 999.9 пробы, 220 килограммов. Уже дают потрогать его. Прикоснись к золоту, станешь богатым. Ну, Мила потрогает сейчас тоже. Вот такой кусочек стоит. Тронуть его, конечно, нереально. Может быть, маленький такой, 220 килограмм. Полкило золота. Далее подержать. В карман кладем, уходим. Несмотря на проливной дождь, мы решили не сдаваться и все-таки посетить эту торговую улицу старой деревни. Здесь куча народу. Все куда-то бегут. Ну хорошо, здесь хоть крыша есть. И я приобрел такой непромокаемый плащ за 100 тайваньских долларов, равно 10 шекелей. Гуляя в кроссовках полных воды, мы успели увидеть немного. В эту и другие деревни этого региона нужно обязательно приезжать, и желательно, когда сухо, ибо здесь царит особая атмосфера старого Тайваня, и вырисовываются яркие пейзажи, которые даже под дождем поражают воображение. Вот мы спустились с гор, с восточной стороны острова. И вот он, Тихий океан, собственно. Тихий океан. Вот сейчас поедем на такой железной дороге кататься. Очень интересно. Итак, мы сели прокатиться по железной дороге, которая раньше использовалась для перевозки угля. Потом, когда это стало необходимо, дорога была заброшена. Но правительство города Тайпэй решило ее реанимировать и превратить в аттракцию туристическую. Я бы сделал, конечно, побыстрее скорость. А то что-то мы крутим, скорость кручения огромная, а скорость езды какая-то так себе. Ну, километров 7 в час, 8 в час мы. Но мы иногда ходим быстрее пешком. Вот мы въезжаем в туннель. Вау. Здесь красиво сделано световое такое шоу. Мы не торопясь, могли наслаждаться видами. Вау. Скажи вау. Вау, я предчувствую, какая пипа будет завтра нашим налогам. Или ногам. Ногам. Ногам пипа будет точно. А, мы с горочки спускаемся. Посмотри, какое море. Вау. Волны просто убийственные. Тихий океан бушует. Сами катимся. По району. О! Разогнались, однако. Вот так вот люди живут здесь. Целый день под окнами у них кто-то ездит. Такие дворики симпатяшные. Ой, нас сдувает здесь. Мы стоим, и нас сдувает этот Тихий океан. Вау! Совсем не Тихий океан. Мы приехали на конечную станцию этой железной дороги. Теперь надо подождать, прежде чем отправиться в обратный путь. Мила воюет с зонтом.
Совсем погода нелетная какая-то. Ну все, мы отправились в обратный путь. Фишечка гостиницы, куда мы заселились на ночь, это ее купальни на горячих источниках, разделенные на мужскую и женскую часть. Естественно, снимать тут нельзя, но я утром пробрался, когда еще никого не было, чтобы заснять и показать это все. Вот здесь типа зона для принятия душа перед ваннами. А вот это пространство, где находятся вот эти горячие ванны. И причем каждая ванна, она разной температуры. Есть очень горячие, там что-то 42 градуса, есть 38, и есть холодная ванна, где я тоже наблюдал некоторых тайваньцев, сидящих там с удовольствием после горячей. Но мы получили невероятное удовольствие, нежесть в этих полезных, лечебных термальных водах. Отель Green Bay Spa Hotel. Вот такой вот роскошный у нас тут салон. Имеется холодильничек. Как обычно на Тайване. 2 бутылочки воды. Может даже соки есть в холодильнике. Здесь шкаф. Здесь уголок для обеда. Вот такой вот балкончик у нас есть небольшой. Можно выйти на балкончик, посмотреть на море. Вот вид на море, естественно, которого не видно, но оно шумит. Вот мы выехали в следующий наш день. Справа бушующий океан, слева сопочки. Едем смотреть на природную аттракцию какую-то. Рыбаки рыбачат тут. Дождик начинает накрапывать. Мазальто. Сегодня мы приехали в геопарк, так называемый. Таких на побережье несколько. Что такое геологический парк? Это когда закрывают побережье от строительства, потому что оно содержит интересные природные явления, такие как скалистые образования, причудливые деревья, фауна, флора, волны, песок, дожди, солнечный свет. Все это инструменты, которыми природа выгравировала это прекрасное побережье. Это место, как видно, довольно симпатичное. Запах моря, водорослей. И много-много-много людей, туристов. Ближе к входу мы видим кучу булыжников, напоминающих грибы, пчелиные улья, свечи и так далее. Трудно поверить, что такой неестественный для Земли ландшафт, такое разнообразие форм и фигур вызван заурядным воздействием природных факторов – ветра, волн, дождя и солнца. А вот, ежели присмотреться к этой скале в море, это же опустившее голову спящее животное. Я поражаюсь, люди стоят в очередь, чтобы сфотаться на фоне образования, которое называется голова королевы. Ну вот, судя по всему, это весьма популярное место, потому как туристов за сегодняшнее утро мы увидели столько, сколько не видели за всю неделю по стране.
И действительно оно того стоит. Это красиво. Это действительно очень необычно. Но есть в парке вот такие более спокойные места, где уже наверх надо подниматься по ступенькам многочисленным. И сюда многочисленные туристы уже не доходят. У них не хватает сил, а может заканчиваться память в телефоне, потому что они щелкают все подряд. Ну, у меня много памяти, поэтому я могу не экономить. Вот даже в глуши такой везде есть туалеты. Очень хорошо здесь с туалетами. В любом месте, где есть люди, есть туалет, 2-3. Всегда полностью оборудованный. Туалетная бумага есть в наличии везде. Мыло. Все. Море, море, мир бездонный, нежный шелест, волн прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности, надежды, нашей юности. Надежды. Море, море, бездонный, пенный шелест, волн прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как вот мы прошли все это расстояние от тех домов вдали вот до этой точки. Смотровая площадка. Как мы видим, до конца добираются в основном европейцы. Азиатов здесь нету практически. Вот мы выдвинулись на следующую точку. Еще один какой-то национальный парк в окрестностях Тайбэя. Я слишком медленно еду для местных. Нигде нет обозначения скорости. Едешь, непонятно с какой скоростью ехать. Иногда они пишут на дорогах. Прямо на дороге, на асфальте. Вот сейчас было написано 50, так я понял, что надо ехать 50. А, вот знак наконец-то есть. 50. Яньминшань National Park. Мы въезжаем в огромный лесной массив, который находится рядом с Тайпеем. Место сюда в основном жители города любят приехать на выходные, как сегодня. Погода, конечно, позволяет. Ну вот, приехали мы в Яньминшань парк. Тут полно дорог всяких, троп. Но мы не могли найти парковку. Сейчас нашли какую-то. И хотим сделать один маршрут. Судя по карте, должна быть тропа. Сейчас мы ее должны найти. Где она начинается. Ну где еще можно увидеть такой знак? Осторожно, обезьяны.
немножко, конечно, влажная земля, но есть ступеньки, красиво. Сероводородные ванны принимает народ здесь. Ох, и запах стоит хороший. Ну, вот такой вот приятный лесок для прогулок здесь. К сожалению, у нас ограничено время, мы не можем тут гулять часами. Вообще, очень можно позавидовать жителям столицы Тайваня, потому что, в принципе, полчаса езды от города, и ты в таких прекрасных местах, тихих, где можно заряжаться энергией. Вот мы первый раз, я в жизни, на 12-этажной стоянке. Мы уже на 11 этаже, мест нету, все забито. Поднимаемся, поднимаемся. Вот, по-моему, на 11 есть 7 свободных мест. Сейчас, может быть, нам повезет. 12-этажная стоянка в городе Цилюнг. Он хочет сюда встать. Ну все, если передо мной уже машины нашлись, я следующий на очереди. Давай, родной, давай. Умничка, давай. А мы проедем дальше, рискнем. Вот эта стоянка 12-этажная. Всего примерно минут 40 от столицы Тайбэя на север или полчаса на электричке, и мы попадаем в Цилунг. Это портовый город и ощущается совсем иначе. Здесь нет лоска столицы, зато есть честная портовая эстетика. Крики чаек, огромные краны на горизонте и запах соли. Еще Цилунг часто называют городом дождей. Здесь пасмурно 350 дней в году. Поэтому мы не расстроились, когда приехали из солнца опять в пасмурную погоду. А это сооружение называется Цилунгская башня, с которой открывается панорамный вид на этот город замечательный. Эту футуристическую башню построили совсем недавно, и она быстро стала новой визитной карточкой города. Похожа на гигантский портовый кран, который круто связывает город и горы. Заходишь в лифт, поднимаешься на 60 метров и оказываешься на мосту, который буквально парит над крышей. Порт Келунг является вторым по важности после Гаосюна. Сверху город нам показался бесконечным лабиринтом и крыш, и узких улочек, зажатых между горами и океаном. Город может показаться немного грубым, таким хаотичным на первый взгляд, но в этом его прелесть, он настоящий. Если вот захочется вам увидеть Тайвань с его рабочей морской стороны, а не только через стекло небоскребов, то стоит сюда заглянуть хотя бы на вечер. Ну вот мы пришли на знаменитый Цейлунский ночной рынок. Это просто огромный рынок, который занимает несколько улиц. Пожалуйста, кошельки за 10 шекелей всего лишь. Одежда для собачек. Чего здесь только нету. Да, всякая барахлишка.
Кофейчочки, заколочки. Тут же еда, автоматы. Изрядно нагуляв аппетит на рынке, нам нужно было срочно выдвигаться в очередную гостиницу, номер в которой включал в себя не только завтрак, но и ужин. И нам требовалось прибыть туда до 7 вечера. Отель находится в курортном месте Вулай, на горячих источниках. Японский стиль, можно сказать. Много дерева, огромная кровать. Хорошая кровать. Queens. Телевизор, холодильник, чайник, фен. Комната небольшая, но изюминка номера, конечно же, это вот ванна. По нажатию кнопки запускаем воду и наслаждаемся горячими. Какие здесь сероводородные? Наверное. Какие-то воды. Вот это шкаф. Секретный шкаф. Опа! Ну-ка давай еще раз. Опа! А мы прям удивились, думаем, как же без шкафа-то можно? Вот так, пожалуйста, можно. При минимуме. Это японская технология или китайская. И на матрас. Красота. Вот гостиница у нас с ужином. Ужин прямо на балконе. С видом на деревню, на шум реки фоном. И принесли такое блюдо, его подожгли горелочку. И тут готовятся всякие прекрасные. Значит, мы видим здесь 2 перепелиных яичка, какие-то кусочки мяса, тыквы, грибы, саламон, креветки. Очень прекрасное блюдо. По-моему, вонючий тофу я вижу. Вот это вот. Вонючий тофу. Ладно, будем вонять. И рисочки 2 с таким вот соевым соусом. Я думаю, соевый соус с лучком. Суть вот этого блюда в том, что закидывают все подряд. Вода начинает кипеть. Но нужно знать, когда что вытаскивать. В этом весь секрет. Вот тут есть рыба свежая, например, она должна подольше, я думаю. Но есть, например, что там можно уже сейчас. Вот, например, тофу можно вытаскивать. То, что было уже заранее приготовлено в кляре, я думаю, это тоже можно вытаскивать. Наверняка не знаю ничего. Миле очень нравится тофу. Вот это вот в кляре готово? Да. Окей. После ужина и перед принятием термальных ванн полезно прогуляться. Тем более можно окунуться в торговую жизнь деревни в нескольких метрах от гостиницы. Так выглядит центральная улица деревни вечером. Какие-то питательные заведения. Мы уже поели, ужинали. Мы взяли минонгак фрукт. Необычный фрукт такой. Мы берем сачок попробовать. Пол-литра. Нас утро встречает прохладой.
Вот такой вот вид с нашего окна. По-моему, идет дождь, люди в плащах ходят. При свете дня появилась возможность увидеть и этот отель Full Moon, и деревню другим взглядом. Гостиница еще больше удивила своим декором, и тем более своими публичными термальными ваннами, где я нежился 1,5 часа после завтрака, пока Миле делали массаж. Кстати, название Вулай на языке местного племени означает «горячий» и «ядовитый». Так они называли бьющий из-под земли кипяток. Ну а окрестности деревни и всего региона Вулай, который мы потом отправились исследовать, подняли наши духовные вибрации в небеса. Торговля на улице Вулая не утихает ни днем, ни ночью. Уже почти 11. Несмотря на такой дождик, много людей в воскресный денек выбралось прогуляться, покушать сосисечки. Здесь, судя по надписи, готовят сосиски из мяса дикого кабана. Именно дикого кабана, да? Мила перевела. Да, Как с вином? Вот сейчас мы поедем на таком вот поезде. 1,5 километра маршрут. Я полагаю, что поезд запустили, потому что там в горочку. Прям настоящая железная дорога, не просто так. Опа! Туннельчик. Еп, притормози, братан. Ой, как резко все это. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, приехали. Как тебе проездочки? Мы что, выходим? Воспользоваться такой вот железной дорогой, которой раньше лес перевозили, можно тем, кому лень идти 1,5 километра до другой части деревни, где вот такой вот потрясающий 80-метровый водопад, один из самых высоких на Тайване. Вот мы решили подняться на вершину горы по канатной дороге, которая здесь была построена еще 50 лет назад и, надеюсь, выдержит нас. Билет стоит 30 шекелей туда и обратно. Включает вход в национальный парк на вершине горы. Тут в горах целый курортный комплекс расположен с озерами, с домиками, с тропами. Вот такие удобные дорожки везде. Тишина, благодать. Люблю такие места и шум водопада.
Что мне нравится в буддизме, это то, что Будда всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. Вот у кого надо учиться. Иисус Христос, вот он страдает все вечно, он мучится за грехи наши, типа. А Будда, он довольный. Ну, вот такие прекрасные места здесь. Прекрасные, с натяжкой я бы сказала, очень прекрасные. Но такого количества ступеней, как я встретила в Тайване, я, наверное, не видела нигде еще за все наши путешествия. Но там наверху, наверное, нас ожидают какие-то прекрасные места. Райские места. Райский кущ. Короче, эти места раньше были обитаемы аборигенами тайваньскими, еще много веков назад. Сейчас в местной деревне, вот этой основной, Вулай, они продолжают жить и составляют 98% вообще от населения этой деревни, которая в общем насчитывает 5000. То есть свою вот такую вот культурную идентичность они сохраняют. А вот и сам отель, в котором можно поселиться и жить вот прям среди вот этой вот красоты. И наверняка там есть горячие источники еще внутри. Пока мы гуляли здесь, меня не покидала мысль, что в мире много мест, которые не умеют себя продать. Но Тайвань другой. Он не кричит о себе с каждой рекламной вывески. Именно поэтому он остается, пожалуй, самым недооцененным направлением в Азии. Тут я начал понимать, что Тайвань – это остров контрастов. Но контрасты здесь почему-то не спорят друг с другом. Здесь ты можешь утром пить кафе в небоскребе, а через час стоять в облачном лесу, где из звуков только шум вековых водопадов. Здесь древние традиции коренных племен соседствуют с технологиями будущего, а лучшие в мире горячие источники скрыты в горах, о которых многие даже не слышали. Мы привыкли искать экзотику там, где ее ищут миллионы. Но настоящая магия случается там, где ты чувствуешь себя первооткрывателем. На Тайване ты не просто турист, ты гость. В этом острове есть редкая честность. В еде на ночных рынках, в улыбках людей и в тишине храмов. Тайвань недооценен? Возможно. Но в этом и есть его главная роскошь. Пока мир смотрит в другую сторону, у нас есть шанс увидеть его настоящим, диким и невероятно гостеприимным.